Сейчас мы идем купаться. У нас теперь в привычку входит постепенно купаться по утрам, ходить. Потом завтракаем в мусульманском кафе, потому что нам там больше нравится пока. И едем на бухту Яланвань. Снимать я не буду. Если у моих будут фотографии, я сейчас пару фотографий здесь где-нибудь на экране вставлю. Мы сегодня едем в парк Енода, да? Джунгли Енода. Нам тут рассказали систему, как можно доехать на машине с людьми, которые говорят там: эй, такси, за 10 юаней туда. И они там еще билет купят. Надо их всегда контролировать, потому что мы теперь никому не верим. Нас все время пытаются облапошить, и пока у них это хорошо получается. Как настроение? Не знаю. Ну, я купила кофе, я стою. Стоишь? Да, я стою. Да ты молодец сегодня. Вы зря жметесь в край кадра, там растягивает по ширине. Ближе к центру лучше. В смысле? А как ты ходишь? Просто я не знала. Ладно, я потом, неожиданно. Когда вы пойдете, обычно расслабленно. Да. Вот ты меня сними. Как Папай. Как Папай. А ты сейчас расслабленная? Уже можно? Мы приехали в парк Енода. Они здесь друг друга приветствуют знаком Peace, но утверждают, что это их личный знак. Сколько у тебя там сумок? 3 сумки висит? Какие-то они несчастливые. Местным они с большим энтузиазмом улыбались, чем мне. Вообще не улыбаюсь. Мне сначала показалось, что у них на футболках марихуана. У многих людей, которые накладывают еду, под лицом есть вот такие маски прозрачные, чтобы они не плевались в блюдо. Но они-то с такими лицами, конечно, делают. Я так понимаю, начинает играть в динамиках музыка, и они все без разбора начинают отплясывать. От их танца больше грустно, чем весело. Вызывают сударыня. Господи, ничего без меня не могут. Мы ищем еду? Ну, это наш ежедневный ритуал. Большая часть дня у нас уходит на поиски и поглощение еды. Мы снова есть. Мы снова начинаем день с еды. Как, в принципе, все люди, так что ничего такого постыдного. Но почему так совестно-то? Мне вообще не совестно. Да? Ира у нас пойдет по водопаду. Мы вышли из секции, где подготавливают по ходу на водопады. Там было очень громко. Прямо невыносимо. Как берете билеты, вам предлагают гид на вашем языке. Чтобы перекричать гида в автобусе, приходится просто на максимум хватать аудиогида. Да? Ничего не слышно. Очень они громкие везде и всегда. В дебрях влажного тропического леса. Здесь кругом вдоль дорог гавайские цветочки высажены. Здесь кольцо оказывается на смотровой площадке. Здесь местные Ромео и Джульетта. Что-то с ними было, потому что ко мне приставали, я прослушала половину. На страховке альпинистка цепляет тебя на веревку, на канат, и ты съезжаешь вниз. Вот мы идем туда.
какое-то 600-летнее. Мы предполагаем, что это оно. Но это не точно. По идее, мы уже в джунглях, но мы почему-то этого не чувствуем. По моим представлениям, джунгли — это огромные толстые деревья, уходящие в небо, все в лианах. А где-нибудь на фоне Тарзан с дикими воплями падает в водопад. И кругом поющие камни. Просто меня боишься, это хорошо. У нас мама поедет на канате, и мы решили, что Тарзан-то у нас все-таки будет. Какие джунгли, такой Тарзан. Даша, давай ты вместо Тарзана будешь изображать, у тебя хотя бы волосы будут развиваться. Издалека так делаешь. Так. Мне на березке раскачиваться. Нет, вместо мамы? На этой карликовой березе мне. Ну я же ее поломаю. Да, ну джунгли хиленькие, мягко говоря. Нет, либо они мы... густые. А? Они густые. Ну, они густые, но они не то, что мы ожидали. Как они сказали, мы такого не заказывали. Ниже ожидаемого. Ниже ожидаемого, да. Не надейтесь даже насладиться природой. Вам, чтобы друг друга услышать, придется орать постоянно, потому что здесь дикие вопли постоянно. Сейчас мы снимем это полное ужаса лицо. Там такое чувство, что кто-то завис. Да, там кто-то висит. А к ним спасатель уже прибыл. Это новый человек едет. А те так и висят. Надо будет проследить, что мама до конца доехала. А их тянут прямо руками, смотри. Видишь? Да, вижу. Идет. Ой. Раз подмигивала, сейчас зависишь, будешь знать. Мне говорят, ноги вытяни. Нет, она пограциознее позу приняла. Лишь бы не вывалила. А? Ладно, зависит, лишь бы не вывалила. Мне кажется, опять поддел. Хотя не знаю. Подделка. У нас Даша захотела перекусить, и мы присели на камушек под какой-то плакат. И как пришла сразу же делегация, как давай они там какой-то гимн читать всей толпой над нашими головами. Нам стало немного неловко, и мы удалились на другие камни. Этому 40-метровому фикусу более 1000 лет. Если верить гиду, это каучуконосное дерево. Вот их мама испугалась. Зеленый. Здесь внизу уже поинтереснее, чем наверху в горах. Шумит ручей, где-то в отдалении слышно птички, и, музыка из кустов раздается. Она, конечно, приятная, но я хочу послушать лес. Вот она, здесь висячие сады образуют глициния, дикорастущее, вечно зеленое растение, наверное. И сказали, что она очень хорошо чистит воздух после ремонта, все вредные вещества высосет, там, ну и все такое. Смотри сюда.
А сделай так, отвернись, а потом резко повернись, чтобы волосы развивались. Нет, спасибо, не надо. У тебя лицо вместе с волосами развивается. Национальный дом народности Линь. Перевернутый, похож на судно, судноподобный, суднообразный дом. Да мне сложно, я одновременно ее слушаю и говорю. Я думаю, может, я заразная. Ну, у меня он так заплетается обычно. Темное каменное дерево. Это два фикуса, левому более 1000 лет. Их называют тысячелетние деревья-супруги, опирающиеся друг на друга. Вот такие дорожки уже интереснее. Каменные, окруженные листвой разнообразной. Местные очень любят в одинаковой одежде ходить. Вот вчера мы видели мужчин в 5 одинаковых трусах. Часто видим в одинаковых футболках. Дерево анчар, ядовитое, использовалось для стрел, чтобы сделать их смертоносными. Если сок анчара попадает в кровь, она сворачивается. Противоядие есть где-то в корнях, но его помнят только старожилы, и найти его очень тяжело. Не рекомендуется до этого дерева даже дотрагиваться, особенно если у вас есть ранки. Огромные лапы, что у пальм, что у этих лопухов. Даже целиком помещается у нас под такой. Разновидность папоротника, ровесник динозавра. Аудиогид опять в уши музыку включил зачем-то. Она у них то снаружи играет в кустах, то в ушах. У фикуса с веток свисают корни и подпирают ствол. Такое встречается только в тропических лесах. Люди поднимаются. Ира должна была по нему подняться утром. Потом спросим, как ей понравилось или нет. Здесь очень вкусно пахнет корицей. Вот это уже на джунгли похоже. Околдованное дерево. Такое чувство, что какие-то столбики затянуты все вьюном. Еще один тысячелетний фикус. Их здесь много. Тысячелетних фикусов. Красиво. Ужас.
кричат название парка друг другу и показывают пис. Сейчас покажу, как это происходит, когда мы встречаем встречный автобус. А я-то потрогала пальму, пока ехала. Нельзя, а я потрогала. Это было неприятно. Мне понравилось. Стоит съездить. Да, вот так они делают. Получается. Так, чтобы они болтались. Я могу еще подкинуть воздух, чтобы не летели. Нам продали целую кучу билетов на троих. 4 зеленых и 5 таких, видимо, наугад. И 5 каких-то серых. И 5... Вот для этого так много было. 4 зеленых и 5 серых. Как будто наугад отрывала. Причем мы сначала к ней подошли, говорим, нам нужно до Нухайс, она и на телефоне показывали, и просто говорили, я тебя не понимаю, именно тебя. Тебя не понимаю, тебя, иди отсюда. Потом местные, кто по-английски говорят более-менее, убедили ее продать нам билеты. Какая она неталантливая, даже билеты продать не может. Бездарная женщина. Все. Мне стало легче.